Ладожское озеро – самое крупное пресноводное озеро Европы. Его длина – около 220 километров, а ширина – более 80. Бескрайнее водное пространство. На Ладоге множество островов. В северной части озера расположен архипелаг Валаам, известный на всю Россию Спасо-Преображенским монастырем. Суровая красота Валаама поражает всех, кто впервые попадает на остров. Дремучие леса и отвесные скалы издалека казались нам неприветливыми. Но когда мы приблизились к Валаамским берегам, остров оказался совершенно другим. Нам открылся удивительный по красоте мир, одновременно рукотворный и нетронутый человеком. О происхождении названия острова существует несколько версий. Скорее всего, остров назван так потому, что «Валлама» переводится с финского как «высокая земля». Это неудивительно. Остров поднимается над уровнем Ладоги на 60 метров. Это и придает ему такой величественный вид. Первые документальные свидетельства о монастыре относятся к XIV веку. Именно с Валаама отправлялся на север инок Савватий, один из основателей Соловецкого монастыря на Белом море. Случилось это в 20-х годах XV века. Выходит, к тому времени обитель уже существовала. Но как долго? По монастырскому преданию, основателями Валаамской обители являются преподобные Сергий и Герман. Иноки пришли сюда из Византии еще до крещения Руси. В житие преподобного Авраамия Ростовского, жившего по разным источникам в X-XI веках в Ростове-Великом, говорится, что Авраамий принял постриг на Валааме. Выходит, что первые монахи пришли сюда не позже XI века. Но как они могли узнать об этом острове? А если и знали, как сумели до него добраться? Идти на плоту или на утлой лодчонке по неспокойному морю Нево, как называли Ладогу в древности, к тому же совершенно не зная, как далеко находится земля и что ждет тебя впереди. Скорее всего, Сергий и Герман шли к острову не с юга или северо-запада, как это происходит сейчас, с туристическими теплоходами, а с востока. Здесь к Валааму тянется цепочка островов. Самый длинный переход на этом пути не более 8 километров. И в хорошую погоду каждый из следующих островов был отлично виден шедшим вглубь Ладоги подвижникам. Монахи шли от острова к острову, ища подходящее место для устроения обители. Так они достигли острова Святого.
Отсюда инокам открылся величественный Валаам. Именно на Святом зарождался Валаамский монастырь. Сейчас здесь находится скит Александра Свирского. В скале над озером вырублена пещера, которая валаамскими монахами почитается как место отшельничества преподобного Александра. А еще раньше, по преданию, в ней жили основатели обители – иноки Сергий и Герман. На Валааме есть дороги и автомобили. Но главным средством передвижения здесь всегда были и остаются лодки, а также корабли и катера. Ведь они – связь с материком и единственный способ добраться до удаленных скитов, расположенных на островах. Теплоходы и метеоры переправляют туристов и паломников из Большой Никоновской бухты в Монастырскую. Катера и баржи перевозят стройматериалы и различные грузы. В 10 километрах от монастыря на острове Лембос находится Ильинский скит. Еще в XVIII веке здесь была поставлена часовня, а затем построена церковь в честь святого пророка Илии. Рядом был вырыт самый большой на Валааме колодец, разбит фруктовый сад, по острову рассажены аллеи пихт и лиственниц. В XX веке скит был разрушен и пришел в запустение. Трудами братьев и паломников храм был выстроен заново. Острова архипелага – идеальное место для гнездования птиц. На архипелаге обитает несколько видов, занесенных в Красную книгу. Здесь обильная кормовая база и самая чистая вода по всему Ладожскому бассейну. А главное – тишина и спокойствие. На небольших островках птиц никто не тревожит. Но настоящими хозяевами острова чувствуют себя именно чайки. Живя рядом с монастырем, они почти не боятся людей. Мы приметили чайку, которая в течение долгого времени не слетала с насиженного места. Неужели здесь, на камне, на противоположной стороне Монастырской бухты, она решила вывести птенцов? Если это так, то, видимо, у чайки еще мало опыта, и это первая кладка в ее жизни. Ведь место живописное и легко доступное. Тут часто бывают люди. Не прогонит ли ее кто-нибудь с гнезда? Сумеет ли она вывести птенцов в этом неспокойном месте? А ведь еще надо приспособиться к климатическим особенностям архипелага. По сравнению с материком,
Весна на острове наступает примерно на месяц позднее. Осень тоже. Это происходит потому, что, по сути, Валаам – огромный 9 на 6 километров гранитный камень посреди холодной Ладоги. Он долго прогревается, но зато когда прогреется, долго остывает. Используя эту особенность, в XIX веке монахи успевали выращивать в монастырских садах в открытом грунте арбузы и дыни. Да и сейчас в Нижнем саду растет виноград, правда, в теплицах. Впрочем, и без экзотических для здешних широт растений природа Валаама необычно разнообразна и живописна. Каменистые берега, гранитные скалы, вековые ели и сосны, кажется, так и просятся на холст. Еще молодой и в ту пору никому неизвестный пейзажист Иван Шишкин приезжал писать остров несколько сезонов подряд. Шишкин говорил: «Природа всегда нова и всегда готова дарить неистощимым запасом своих даров. Что может быть лучше природы?» В 1860 году пейзаж «Вид Валаама. Местность Кукка» принес Шишкину первый большой успех. За эту работу он был награжден золотой медалью Академии художеств и получил возможность для 5-летней поездки в Европу. Валаамская природа, сам дух Валаама сильно повлияли на мировоззрение и творческий метод будущего всемирно известного живописца. Шишкин влюбился в остров раз и навсегда. На всю жизнь он сохранил любовь к валаамским скалам, заливам, соснам, которое переносил из картины в картину. Шишкинскую сосну можно увидеть на Валааме и сегодня. Это неудивительно. Большинству валаамских сосен 150-200 лет, а отдельные деревья доживают до 300-летнего возраста. Соснам на горе Илион вряд ли удастся прожить 3 века. Они растут на продуваемых ветрами скалах над Малой Никоновской бухтой. В бухте находится монастырское форельное хозяйство. Его производительность 50 тонн рыбы в год. Этого вполне достаточно, чтобы полностью обеспечить братью монастыря. Более того, часть рыбы идет на продажу. Раньше мальков закупали, но сейчас перешли на замкнутый цикл. Форель стали выводить из икринок. Место для разведения форели выбрано не случайно. Бухта просторная и глубокая. Садки всего лишь в нескольких метрах от берега, а до дна здесь более 18 метров. На Валааме создано уникальное сочетание местной и завезенной растительности. Посадки деревьев на острове начались в 30-х годах XIX века при игумене Дамаскине. Выращивание было организовано с большим размахом и с учетом всех агротехнических требований.
Монахи сажали деревья, понимая, что никогда не увидят результатов своих трудов. Человеческая жизнь скоротечнее жизни дерева. На Валааме возводились новые и перестраивались существующие храмы. В скалах были прорублены каналы, связывающие внутренние озера с Ладогой. Дороги на острове построены тоже при игумене Дамаскине. Они до сих пор хорошо сохранились. Добротно строили монахи на века. Одна из таких дорог ведет на игуменское кладбище. Кладбищенская церковь во имя преподобных отцов, постей и молитве просиявших была последней, которую осветил игумен Дамаскин. Здесь, у северной алтарной стены, он и обрел последнее пристанище. Внизу находится новое братское кладбище. А это старое братское кладбище. В самом углу обломок серого мрамора с плохо различимой старинной надписью, а рядом булыжник. Схимонах Григорий, шведский король Магнус. Легенда? Может быть и так. Однако могилы Магнуса в Швеции нет. Согласно скандинавской хронике, король Магнус утонул в море близ города Бергена. Монастырское предание говорит о следующем. В XIV веке на остров пошел с походом король Магнус II. Он хотел завоевать эту землю, но случилось иначе. У самых берегов острова, попав в шторм, корабль Магнуса перевернулся. Монахи увидели своих противников в беде и принялись их спасать. В числе спасенных был и сам король. Потрясенный Магнус навсегда остался на Валааме. Он крестился в православие и принял монашество под именем Григорий. Внутренние Валаамские озера. Они соединены в единую систему и каналами связаны с Ладогой. На Смоленском перешейке Скитского острова расположен Смоленский скит. Это последний скит, устроенный валаамскими монахами. Церковь возводили во время Первой мировой войны по проекту великого князя Петра Николаевича в стиле древних псковских и новгородских храмов. У Каневских озер в ложбине находится красивейшая лиственничная роща. Именно отсюда монахи Валаамского монастыря начали впервые посадки интродуцентов, деревьев, несвойственных острову, завезенных сюда из других широт. Посадки оказались успешными. Этим лиственницам около 160 лет. Высота деревьев достигает здесь 32 метров, а диаметр 1 метра. Это самые крупные деревья архипелага. На обратном пути мы решили проведать старую знакомую. Чайка все еще была на гнезде. И тут произошло неожиданное. На наших глазах из яйца проклюнулся птенец.
Чайка взяла в клюв остатки скорлупы и унесла их подальше от гнезда. Мы предполагали, что чайка неопытная. Конечно же нет. Просто за свою жизнь она привыкла к тому, что здесь, на Валааме, никто ее не потревожит. Мы тоже поспешили удалиться. Погода на Валааме меняется стремительно. Утренний штиль и солнце к обеду может сменить шторм и ливень. Наблюдение за температурой, ветром и уровнем воды в Ладожском озере монахи начали еще в XIX веке. Сейчас Валаамская метеостанция расположена в 5 километрах от монастыря, на южном берегу острова. Работа метеостанции очень важна для всей Северной Ладоги, ведь мимо Валаамских островов следует множество кораблей, а на остров ежедневно приходят круизные лайнеры. Рядом с метеостанцией находятся остатки оборонительных сооружений, входивших в знаменитую линию Маннергейма. А это 2 огромных дзота. Дзоты были соединены между собой подземным переходом. В каждом имелось место для дальнобойного орудия. Толщина этих бетонных стен более метра. И снаружи, и изнутри сооружения впечатляют. Отсюда, с высокого утеса, Ладога просматривается на десятки километров. Как ни странно, ожесточенных боев здесь не было. Неприступный с воды укрепрайон оказался уязвим с суши. В 1944 году советская Ладожская флотилия высаживала десанты на восточном берегу острова и обходила укрепрайон с тыла. В конце XIX века Валаам встретил писателя Ивана Шмелева таким: «Древностью веет от темных лесов и камней. Из-за скалистого мыса открывался монастырский пролив. Великолепный! Слева, совсем на отлете, каменный островок. На нем белая церквушка. Это маяк, страж Валаама и ограда. Никольский скит». Сегодня, как и 100 лет назад, теплоходы с паломниками приходят в монастырскую бухту. Поток туристов регулирует паломническая служба монастыря. Вообще монастырь делает на острове очень многое. Благодаря ему на Валааме восстановлены скиты и храмы, являющиеся памятниками истории и архитектуры. Отремонтированы детский сад, клуб, школа, построены очистные сооружения. Монахам приходится решать светские проблемы, но ведь монастырь – община людей, которые удалили себя от мира ради служения Богу. Пришло время прощаться с Валаамом. Едва отойдя от причала, мы попали в густой туман.
Корабль шел медленно и осторожно. Берег был в нескольких десятках метров от нас, но мы его не видели. Туман рассеялся почти сразу же, как только мы миновали Никольский скит и вышли в Ладогу. Высокая земля Валаама провожала нас ярким солнцем. Над художественным обрамлением Валаама природа трудилась тысячи лет. Несколько сотен лет здесь живут люди. За эти столетия случались времена, когда человеком бездумно разрушались храмы, вырубались леса, изменялись уникальные ландшафты. Но за такими периодами всегда следовали другие, в которые, благодаря мудрости и ответственности человека, Валаам снова возрождался. Иван Шмелев более 100 лет назад писал: «Как и святой Афон, Валаам поныне светит. Афон на юге, Валаам на севере». В наше время нужны маяки.